If my songs go pop, 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 what makes you think I'm not okay with that? I took my backpack off, ready to change the game and run the track. Y'all thinking I'ma fall off? I'm Thomas the Engine. 2 seconds, you get your rocks off. That's right, I said you're all soft. So I paint over the scene like I'm Bob Ross. I got weed songs. If you smoke good. И привет, друзья! Вчера вечером мы приехали в Лондон, покинули графство Корнуолл, в котором были практически полгода. Сейчас нам предстоит 7 дней в столице Великобритании, в Лондоне. Будем исследовать, гулять и посмотрим этот город как следует. Все, поехали! Я нашел российский след и в Лондоне. Это большое стрёмное здание, выглядит как типичное здание в каком-нибудь Сыктывкаре. Наш самый первый выход в Лондон. Ищем интересности. Ищем людей, которых мы не видели уже полгода. Татьяна, что вы можете сказать о своих первых впечатлениях в Лондоне? Первые впечатления очень непонятные, потому что мы попали в район, где живет очень много индусов, и там очень грязно, и нет того духа лондонского, как, допустим, начинается здесь. Вот тот район вроде выглядит классно, но на самом деле там не очень. Хотя там крутые банки. А вот что нас ждет там, мы узнаем в следующей передаче. Идем туда. Так, мы пришли к знаменитому Тауэрскому мосту. Вот он, построенный в конце 19 века. Легендарный красавец. Символ Лондона. Тауэр Бридж. Сейчас заходим прямо на сам Тауэрский мост. Супер-мега популярное место. С огромным количеством людей и машин на нем. Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. Какова красота? Это я про себя. Смотрите, какая крутая здесь инсталляция. Вагон поезда, и на него сделали огромных муравьев. Очень необычно выглядит. Так, улица называется Брик Лейн. Есть пара интересных рисунков, но в целом ничего такого особенного. Обычная улица. Этот впечатляющий монумент построен в память о Великом Лондонском пожаре. Наверху находится смотровая площадка. Нашел такую интересную улицу с барами. Здесь находятся пабы, люди пьют пиво, и все это находится под таким красивым навесом. Выглядит как необычный рынок. Ну что, мы находимся в центре шумного Лондона. Сейчас пойдем вот на то здание, которое находится сзади меня. Там есть наверху смотровая площадка с видом на город. Поднимемся наверх, будем смотреть на Лондон с высоты. Все, поехали. Вот он, этот момент. Идем, идем видеть Лондон. Вот, ребят, с высоты Лондон выглядит уже абсолютно по-другому. Мы сейчас поднялись, и я вижу, что на крыше вон того здания, например, очень красивый парк. Они сделали прям такую зеленую зону на крыше этого дома. А там дальше видно
колесо обозрения знаменитое, вот этот Лондон Ай. И еще дальше здание парламента и Биг Бен. Сегодня немного туман, видно уже не очень, но в принципе видно здание парламента. С этой стороны здания мы можем увидеть сразу два исторических места. Это Тауэрский мост, Тауэр-бридж. И рядом с ним вот эта крепость, Лондонский Тауэр, историческая крепость. Вы можете видеть размеры этой смотровой площадки, она очень длинная, людей здесь реально много. И классно это место еще и тем, что зайти сюда можно бесплатно, если записываться за несколько дней или примерно за неделю заранее. Это здание само по себе очень крутое. Здесь помимо смотровой площадки позади меня есть зона отдыха с диванчиками, с видом на город. Есть бар и столики, можно взять алкоголь, также сидеть с видом на город. Ребят, как я уже сказал, это место называется Sky Garden, ну то есть такой небесный сад, дословный перевод на русский, потому что здесь помимо смотровой площадки действительно целый сад. Здесь полно растительности. Сейчас я вам ее покажу. Еще одна фишка этого здания в том, что оно на 360 градусов стеклянное. То есть вы можете увидеть Лондон со всех сторон. Здесь, например, с обратной стороны этого здания уже видно знаменитое лондонское яйцо. Сейчас покажу вам. Вот такой здесь вид. Небоскребы строятся. Краны стоят. Так, вот это красивое здание, это музей естествознания. Мы сейчас будем его смотреть, и там что-то должно быть реально классное. Один только вход чего стоит, это очень красивый вход. Это один из 3 крупнейших музеев в Южном Кенсингтоне. Фасад здания выполнен в романо-византийском стиле. Здесь на входе в музей самый крупный, самый основной экспонат, висящий под потолком, это скелет голубого кита. Музей открылся в 1881 году. Коллекция музея включает в себя 6 миллионов растений, 55 миллионов экземпляров животных, 500 тысяч камней и минералов и 9 миллионов ископаемых остатков. Здесь написано, что это динозавр найден в 1914 году на острове Уайт. Один из наиболее сохранившихся динозавров, найденных в Великобритании.
А это экспонат огромной рыбины, и про нее написано, что это грозный глубоководный хищник. Вот такая она огромная. Этому куску секвойи 1335 лет. Кое-что из очень необычных вещей в Лондоне. Туннель под железнодорожным переходом полностью разрисованный. Нестандартное место, но весьма интересное. Now roll some up. What you waiting for? Roll some up. Eyes low if you roll like us. So when I say so, everybody jump, jump. Jump. Hey, about to turn a dream to a million, but we don't chase cream, so we feed it to the children. Paint new faces on the canvas as I write classic poems like Sanskrit. Epic, 3 letters, don't forget it. Pronounce soul, but I got soul in excess. The next best to the best, but the best ain't rain yet. So I guess we all kings, yes. A rising tide will raise all boats, but if you throw stones, nobody floats. Negativity breeds nothing but ills. That's why I paint the perfect picture with the team that I build. Say cheese. Досмотрел до этого места? Ну тогда ставь лайк или что там принято делать в такой ситуации. If you love life, don't ever let it waste, y'all. That's why you gotta make love, make peace, make noise, make art.